Кто захочет приворожить тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Так, ну, увы, у меня мальчишки, конечно, такие чувственные, очень чувствительные. Многие из вас просто на сегодняшний день не встретили свою любимую женщину, что вас очень сильно огорчает, да? И здесь еще такая парадоксальная ситуация может быть, что с одной стороны вам хочется женщину, вернее, любимую женщину, да, не просто вы хотите женщину, а с другой стороны, вы очень боитесь, что снова вами будут помыкать, вас будут использовать, может быть, там, ну, то есть такая ситуация будет, которую вы пережили. Вы не хотите наступить на те же грабли. Кто-то из вас также находится, ну, здесь может быть такая, знаете, довольно серьезная ситуация, что очень большие проблемы по здоровью, может быть, в последнее время начались, поэтому, ну, вы реально как-то трезво оцениваете, да, что с теми проблемами, которые у вас есть, ну, типа, какая женщина будет, да, вот с таким мужчиной, да, то есть вы на себе, может быть, даже поставили крест. У кого-то может проигрываться довольно серьезная ситуация, когда вы можете быть, ну, то ли в инвалидной коляске, вы можете быть, там, не дай бог, конечно, на сегодняшний день, ну, иметь какую-то другую, там, серьезную болезнь, я не буду перечислять, они бывают разные. Поэтому вот как-то вы совершенно загрустили даже по этому поводу, да, что вот жизнь закончилась, а любви-то хочется всем и всегда. Поэтому вот такой момент какого-то отчаяния, да. Причем я вам скажу, что у вас в окружении, между прочим, у многих есть женщина, которой вы нравитесь, но вы как-то ее не замечаете. Вы настолько ушли в свою грусть, тоску, в переживания, ну вот не замечаете. Может быть, они, конечно, не очень-то особо и показывают знаки внимания вам, но все больше у вас переживаний по поводу личной жизни. А хочется ведь найти вам именно родную душу, не просто там, да, какую-то красивую куклу Барби. Хотя, вот знаете, ну, я по своему опыту знаю вот то, что и мужчины мне, ну, и на личных раскладах вот отзываются, да, так в общении, то многие говорят, что да, красивая внешность это все хорошо, но главное, чтобы душа, человек был. Давайте сделаем еще такой опрос, когда-то мы уже делали наподобие. Вот для вас важна в первую очередь внешность женщины, либо душа, да, вот что для вас важно в женщине. Ну, понятно, конечно, каждому хочется иметь красивую женщину, но все-таки, да, вот с лица воду не пить. И даже на самом крутом кексе тоже далеко не уедешь. Поэтому вот пишите, ребят, что вы думаете по этому поводу. Кто-то из вас связан с дорогами. Причем дорог бывает более чем. Да? Может быть, вы за рулем много ездите. Может быть, у вас много командировок, и они вас так уже достали. Вы уже от этих дорог так устали, в принципе. Да? Когда-то вы, может быть, и кайфовали от того, что там за рулем вы расслабляетесь. Но когда этих дорог становится все больше, и здесь могут быть какие-то еще проблемы по работе, да, вот, ребят, у кого-то из вас сейчас есть финансовые проблемы, либо же с работой проблема, да. Здесь может быть, когда ситуация уже выходит из-под контроля, кого-то из вас могут поставить перед фактом, да, что вот тебе будут урезать зарплату, либо же за те же деньги ты будешь делать в 2 раза больше работы, тоже вас это не устроит. Поэтому здесь могут быть какие-то ситуации, когда вы задумаетесь, либо уже задумались, а может быть увольняться, да, может быть искать другую работу. Напишите, ребят, у кого такая ситуация проигрывается. Потому что мне идет, что у кого-то из вас острая нехватка денег. Далее.
Далее, что еще сейчас посмотрим быстренько у вас происходит, что вы за человечек. Ой, ну вам, ну, любовь, везде вам хочется любви, ребят, ну что я могу сказать? Причем вы многие готовы даже жениться. Вот, ну, реально, вот если вы полюбите, только в этом случае вы можете реально вот жениться. Хочется любви, хочется страстей. У кого-то из вас проигрывается. Давно не было тех самых страстей. Бобик уже истосковался, да, вы уже за Бобиком соскучились, но я немножко вам напомню на него, чтобы вы улыбнулись наконец-то. Бобик уже начинает скулить без новой хозяйки, поэтому, ребят, здесь нужно что-то делать. Нужно срочно искать новую хозяйку. Потому что душа болит, а сердце плачет, а Бобик скулит. Ну, что-то с этим надо делать, да, потому что, ну, это все хорошо, когда Бобик ручной, дрессированный, но все-таки ему-то хочется немножко другой ласки, нежности, да. Ну и, в общем-то, искусственное дыхание Бобику никто не отменял, правда? И не нужно ухахатываться, я представляю, как вы сейчас все смеетесь. Так, повеселила я вас немножко, погнали дальше. Итак, у нас сегодня такая довольно серьезная тема, да, кто захочет вас приворожить, а кто же посмеет такие гадости делать, ой-ой-ой. Смотрите, у кого-то проиграется, что женщина, с которой вы расстались, она сейчас не в лучшем положении и состоянии. А зная, что с вами вот она была в стабильности, в любви, в достатке, ее кружили, ее любили, да? А почему бы не вернуть это все? Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны. Те, кто особенно, кто может быть вот сейчас на ножах, так скажем, да, с бывшей, кто ну, категорически так не хочет общаться, либо же она идет к вам навстречу, да, вот она пытается с вами общаться, а вы, ну, ни в какую, вы не хотите с ней быть. Здесь я вас очень так настоятельно прошу быть бдительными, внимательными и осторожничать. Здесь может быть ситуация, когда она реально, ну, либо по фотографии, сейчас можно и по фотографии это делать, все что угодно, либо по какой-то вещи вашей, она может вас пытаться привораживать, просто чтобы вернуть ваше, ну, благосостояние, так скажем, да, потому что сейчас ей покой только снится, здесь у нее такой трэш, бумеранг в работе, да, мы не будем углубляться там, что у нее происходит, но то есть у нее проблем выше крыши. Поэтому она попытается с помощью этой магии, с помощью приворота, вот вернуть вас, да, чтобы вы снова начали, как минимум, хотя бы там как любовник с ней быть, да, вот парадокс такой. С бывшей быть любовниками, ребят. А ну-ка, давайте сделаем еще один опрос. Я представляю, в каком вы шоке будете. Готовы вы с бывшей быть любовниками или нет? Или фу-фу-фу, чур меня чур, да? Поэтому здесь именно такие корыстные мотивы. Будьте осторожны, будьте бдительны, да. Если у кого-то есть желание, в принципе, можно всегда поставить защиту от магии. Ну вот для таких случаев, да, когда вас, ну, просто не пробьет этот приворот и все. И будете жить долго и счастливо, как говорится. Далее. Кто еще захочет вас приворожить? Смотрите, те из вас, кто, может быть, были вот, ну, скажем так, в романах, да, не так давно, может быть, сейчас вы в романе. Либо же могла быть ситуация, когда вы вот, ну, встречались с женщиной, а не так давно, ну, скажем так, в течение там 9 месяцев расстались, да, плюс-минус. Это женщина. Может к вам пожаловать и начать рассказывать, что вот она родила от вас ребенка, либо же она беременная. Ну, то есть это может быть такой вот тоже своего рода маленький там шиномонтаж, да, не буду я это слово говорить в эфире. Шиномонтаж только не так пишется, да, как в анекдоте.
То есть она будет вами манипулировать, она будет всячески рассказывать, опять же, чтобы с вас денежку взять. То есть вы, может быть, уже ручкой помахали. Либо же, может быть, еще знаете, какая ситуация? Что вы встречаетесь, да, продолжаете встречаться. Но она точно так может сказать: дорогой, я беременна, это временно. Ну, давай, дорогой, как-то вот жениться, что ли, да? Потому что одна я не потяну, и ты как настоящий мужчина должен это и должен то. Поэтому тоже здесь будьте бдительны. Она тоже может попытаться вот как-то вас привлечь с помощью магии. Между прочим, кто из вас не верит, да, в присутствие магии, в то, что она есть, ну, я имею в виду, вообще есть в жизни, то я вас заверяю, что это очень сейчас почему-то вот очень распространенное такое явление. Многие играются магией. Даже ко мне, вот я вам скажу по секрету, бывает, вот пишут женщины, говорят: а вы можете мне приворожить мужчину? Говорю: да нет, дорогая, я таким не занимаюсь, это грех большой. Поэтому вот такая развлекаловка есть. Кто-то даже, вот я знаю такие случаи, когда женщины, уже расставшись с мужчинами, они пытаются приворожить, говорят: ну это такая маленькая месть, вот пусть за мной побегает влюбленный джигит такой. То есть он мне уже не нужен, да, но вот пусть он побегает. Они не думают про последствия. Поэтому будьте очень осторожны, будьте бдительны. Если, смотрите, в этой ситуации, если у вас реально были отношения, либо сейчас с женщиной, она вам говорит про ребенка, ну, как-то уж постарайтесь проверить, да, потому что и справочку сейчас купить можно все что угодно подделать. Может быть, под каким-то предлогом к врачу с ней сходите, на УЗИ сходите, да, потому что и тесты бывают, ошибаются, вот тесты аптечные на беременность, они очень часто могут ошибаться, да. Опять же, вот немножко так отступлю, да, вот случай из моей жизни. Обращается девочка, клиентка, и говорит: а посмотрите, я беременная или нет. Говорю: ну, елки-палки, ну тесты же есть. Она говорит: тест показывает, что я беременная. Говорю: хорошо. Я тебе говорю, что ты не беременная, ну, по картам, да, я говорю, что ты не беременная. Она: да ну как, ну что, ну, говорю, иди тогда на УЗИ проверяй. Буквально через несколько дней она мне звонит, говорит: представляете, а тест ошибся, а я-то не беременная, вы правильно сказали, да? Поэтому, ребят, тесты, какие-то липовые справки, это все сейчас очень легко делать и не мне вам рассказывать, да? Поэтому я почему так подробно остановилась, чтобы вы просто не вляпались, чтобы вас вот эта вот ваша такая зазноба путятишна, ну, не шантажировала и не пыталась вас привораживать. Хотя я вам скажу, по фотографии, по какой-то вещи, ну, могут все что угодно сделать. Сейчас мир реально перевернулся. Сейчас приворожить можно, наверное, я не знаю, там, чуть ли не звезду шоу-бизнеса какую-то, да, если очень захотеть. Поэтому вот такие дела. Далее, ну, давайте еще посмотрим, может быть, еще какие-то варианты могут быть, да. Так, ну смотрите, вот мне показано, что эти все привороты, которые будут в вашей жизни, да, ну понятно, что они не у всех поголовно из вас будут, просто вот будьте бдительны, а то вы сейчас будете все пить валерьянку и в шоке по колено будете, да. Смотрите, здесь еще будет ситуация, когда какая-то женщина, которой вы понравитесь, но она вас не заинтересует, да, ну, будет не в вашем вкусе, если так по-простому. Здесь она попытается баловаться с магией, либо же сама, либо пойдет куда-то, да, вот, но здесь будет какая-то, ну, то ли дилетантская работа, неумелая работа. Здесь приворота не получится, потому что она видит, что, ага, вы не реагируете никак, да, вы не ведетесь ни на какие ее там флирты, заигрывания и так далее. Поэтому, ну, есть такие безмозглые люди, к сожалению, которые думают, что они насильно могут привернуть мужчину, да, они думают, что мужчина насильно может полюбить. Но, к сожалению, это большое заблуждение. Поэтому просто, чтобы вы знали, здесь у этой дамочки, ну, у нее ничего не получится.
Кстати, чтобы немножко вас успокоить, да, а то вы сейчас там все на валидоле, корвалоле будете сидеть, а потом хлопот с вами не оберешься. Смотрите, я еще вам скажу, что у многих из вас есть довольно сильная энергетика, поэтому здесь даже магия может вас не взять. Но это опять же нужно смотреть на личных раскладах, это у каждого будет индивидуально. Поэтому, чтобы вы прям не ходили, не тряслись, а то будете у меня ходить и бояться знакомиться с женщинами. Нет. У вас, у многих, повторюсь, во-первых, есть способности магические, это уже у нас не раз было и в сигнификациях, да, у меня многие постоянные зрители смотрят, за что вам спасибо большое. Но у вас есть вот своя защита. Во-первых, защита рода у многих есть, да, то есть это те люди, которые ушли, это ваши там ушедшие предки, да, у кого-то это родители, там бабушки, дедушки, такие кровные защитники. Поэтому особо так сильно бояться не нужно. Просто если вы по себе чувствуете, да, что либо же с вами что-то происходит, может быть какое-то состояние непонятное, может быть вас вот, ну я не знаю, там, ну к примеру, начала безумно тянуть к какой-то женщине, да, вот она вроде бы не нравилась недавно, а тут вдруг она нравится, и вы постоянно думаете, вы хотите с ней быть, ну, в общем, какие-то такие перемены, то здесь обращайте внимание, вы же, ну, как бы магия магии, но все равно мозги-то вы можете включать, вы можете анализировать. Поэтому, если у кого-то будет такое, вы можете обратиться там либо ко мне, либо к другим специалистам, сделать диагностику, да, там чистку, если потребуется. Поэтому просто вот наблюдайте за собой. Но еще раз подчеркиваю, чтобы вы не переживали, не боялись, у многих из вас есть и собственная защита, и вы это знаете, потому что у вас мощнейшая энергетика у многих, плюс ваши ангелы-хранители, которые не дадут вас обидеть. Вы сами, если захотите, кого хочешь, обидите, правда? И крепким словцом можете приложить. И, в общем-то, у многих из вас бывают ситуации, когда сбывается то, что вы говорите, то, что вы думаете. Да, вот бывает сгоряча какая-то фраза брошена, и она сбывается. Почему я всегда говорю, да, опять же, вот напоследок я вас просто немножко так предупреждаю, что даже как бы вы ни злились, да, вот бывает, что в таком агрессивном состоянии, ну, бывает, все мы живые люди, да, кто-то вывел, выбесил, и вы вот на эмоциях начинаете что-то говорить, да, вот какие-то либо пожелания, что-то говорить человеку, то на эмоциях, когда вы это делаете, это очень часто сбывается. Плюс есть ведьмовские минуты. Никто не знает, когда они бывают, но вот есть, их называют так, ведьмовские минуты. Вот если ты в них скажешь в эти минуты что-то нехорошее, это тоже может сбыться. Поэтому старайтесь контролировать то, что вы думаете, говорите, потому что последствия могут быть очень серьезные. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!